Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Тема этого ролика – эмпатия как пропуск во взрослую жизнь. Но по-другому наш ролик можно назвать «Два дракона и законсервированные люди». Есть закомплексованные люди, но у нас законсервированные люди. Как вы думаете, какие две эмоции символизируют эти драконы? Давайте погадаем, проверьте свою интуицию. Пишите в комментариях, как вы думаете, какие эмоции они символизируют. Эти двух драконов я выбрала не зря. И, кстати, можете написать, как эти два дракона связаны с человеком законсервированным. Тоже такой навык мыслить. Этих двух драконов я выбрала не зря, потому что у человека, запертого в мире имени себя, есть две ведущие эмоции. Я думаю, что каждый из вас замечал, что иногда эмоции накрывает как волна. Вот когда вы решили сняться в волнах моря, отдали кому-то телефон, вы позируете, и тут внезапно вас сзади накрывает волна. И человек, который снимает вас, он видит, что волна идет, не успевает вас предупредить, а эта накрывшая вас волна, она ворочает вас в себе. Вот точно так же эмоции накрывают человека, если он не эмпатичен к самому себе. То есть мы с вами в первую очередь должны разобраться, мы эмпатичны к самому себе, и что такое эмпатия к самому себе. Потому что эмпатичность к самому себе может быть из двух систем координат. Из системы координат человека, запертого в банке, и из системы координат свободного человека. Вот видите, человек, запертый в банке, он ощущает эту скованность, он ощущает угнетенность. И я думаю, что вы часто слышали про такое высказывание, там, расправить плечи, расправить крылья, наконец-то ощутить себя свободным. Вот у человека, живущего в мире имени себя, такое количество эмоций, они такие громадные, что ему приходится постоянно себя сдерживать. И это сдерживание эмоций человек воспринимает как скованность, но не понимает, откуда эта скованность берется. То есть эта стеклянная банка, она позволяет человеку социализироваться. У человека внутри себя, живущем в мире имени себя, всегда много страха и много боли. И эти две эмоции легче всего легализировать. Я думаю, что каждый из вас может вполне спокойно говорить о том, что ему страшно выступать перед публикой, или страшно общаться, или страшно писать пост, страшно публиковать фотографии, страшно начинать свой бизнес. Также вы спокойно можете рассказать и про свою боль. Ты делаешь мне больно, ты меня ранишь, мир меня ранит. То есть, видите, страх и боль – это действительно эмоции мира имени себя. Но если мы с вами посмотрим, например, на страх публичных выступлений, то мы увидим, что человеку не страшно выступать перед другими людьми, а он боится, что он не получит восторженный отзыв. И если он не получит восторженный отзыв на свое выступление, то он начнет мучить себя внутри, атаковать себя внутри. Вот это уже эмпатия. То есть, когда я говорю, мне страшно выступать, я говорю из мира имени себя, но это не про эмпатию. А когда я говорю, этот страх связан с тем, что я боюсь не получить восхищение или одобрение своему выступлению, я испытаю громадное количество чувств, сковывающая, сдерживающая меня банка будет утолщать стенки, чтобы меня сдержать. Из-за этого я буду терять сюжетную линию, то, что я рассказываю, потому что все мои силы будут направлены на сдерживание меня.
И тогда я не смогу мыслить, и я буду понимать, что я действительно говорила ерунду. Вот это уже эмпатия. Это расшифровка эмоциональности. Вот вы заметили на столике мышку? Да, тут есть мышка, вы ее заметили? Смотрите, маленькая мышка, которая притаилась. И эта маленькая мышка– это какая-то эмоция помимо боли и помимо страха. И мы их не замечаем, потому что в мире имени себя это таких два динозавра, два дракона, боль и страх. И они такие громадные, что по сравнению с ними все эмоции незаметны. Многие люди, которые пытаются разобраться с эмоциями, даже распечатывают такие в виде цветочка все виды эмоций. Они смотрят на них, запоминают, но это не помогает, потому что все остальные эмоции– это маленькие мышки по сравнению с двумя ведущими эмоциями, болью и страхом. То есть человек, живущий в мире имени себя, это всегда мученик. Всегда. И даже если он злой, то он праведно злится из-за той боли, которую ему причинили. Поэтому злость не узнается. Она воспринимается как реакция на боль. Мне страшно, поэтому я себя так веду. Мне больно, поэтому я так себя веду. Человек действительно в мире имени себя различает только два этих вида эмоций. Он не притворяется, он не скрывает, он их не узнает. И в первую очередь нам надо научиться быть эмпатичным к самому себе, но не с точки зрения имени себя, а объективно, более или менее. Вот как я писала про выступление. Человек, сидящий в банке, с трудом сдерживает эмоции. Он зациклен на том, чтобы мир дал ему то, что надо, потому что надо будет испытывать боль или злость. И из-за этой сосредоточенности на себе человек света белого не видит. То есть фактически человек не видит людей. Он ослепленный, потому что он сосредоточен на себе. И другие люди для него только способ и средство. А от этого еще страшнее, когда я не различаю лиц. Вот многие в комментариях, на группах, на лекциях, мои клиенты спрашивают, например, как мне надо вести себя в конфликте. И когда человек задает этот вопрос, он уже показывает, что у него эмпатии нету, то есть другого человека нету. Потому что с кем, как себя вести в конфликте? Потому что если ты встретился, допустим, в подворотне с грабителем, ну как себя вести? Отдать то, что он хочет, если он нож приставил к горлу. Ну или же драться с ним, если у тебя есть. Видите, зависит от того, с кем я в конфликте. Зависит от того, с кем я в контакте. А человек не эмпатичный, у него нету второго. И для того, чтобы нам выйти из банки, расправить плечи, стать свободным, нам надо начать различать лица. Тогда нам не будет страшно. Тогда люди, с которыми мы выстраиваем контакт в общении, это не какие-то мутные пятна, которые непонятно себя как поведут, непредсказуемо. От этого у нас еще больше страха. А это понятные люди, которые понятно нам себя ведут, которым так же страшно, как и нам. Вот это эмпатия. То есть, когда я могу поведение другого человека воспринимать как поведение другого человека, а не как нечто, относящееся ко мне. То есть вот эта вот отдельность, вот эта вот независимость от эмоциональных реакций возможна только в эмпатии. Когда я эмпатична по отношению к самой себе, я становлюсь эмпатичной, и только в эмпатичности я могу быть отдельной. Это как если бы вы встречались со своим другом, и у этого бы друга было напряженное лицо. Вы ожидали, что он вам будет рад, а он напряжен. И эта напряженность может не связываться с собой, если вы научились воспринимать свои эмоции не из банки. То есть, если я мыслю о себе эмпатично, как о человеке, который постоянно испытывает страх и боль, но они нечто большее,
или же как человек, который испытывает страх и праведную злость, и понимающий, что праведная злость, она возникает именно потому, что другой не дает мне желаемое, то тогда и на праведную злость другого я буду реагировать, воспринимать это по-иному. Я, присвоив себе свою злость, разоблачив ее, буду и видеть злость других людей или же недовольство мной, недовольство — это маленькая злость, недовольство мной не как недовольство мной, а как я сейчас делаю не то, что надо им. Это не мной недовольны, это их восприятие. То есть, видите, только при появлении эмпатии у нас появляется отдельность, и мы поведение других людей перестаем соотносить с собой. Для того, чтобы выйти из банки, надо стать эмпатичным к себе, чтобы свои эмоции расшифровывать сложнее, и стать эмпатичным к другим людям, для того, чтобы их поведение расшифровывать тоже сложнее, как я перед этим описала в ролике. И тогда у меня у самой будет меньше реакции на недовольное лицо. Мне не надо будет утолщать стенки банки, чтобы сдержать своих драконов. И тогда я буду смотреть не через мутное стекло на другого человека, а смотреть на него как на отдельный персонаж, с которым что-то происходит. Только при наличии эмпатии. И вот это вот самое большое заблуждение, которое я встречала, когда у человека, человек себя считает человеком без кожи, его все ранит, ему от всего страшно, но на самом деле к эмпатии это не имеет никакого отношения. Он живет в банке, и у него повышенное требование к миру. Мир должен быть идеально таким, как надо мне. Человек хочет соответствия миру. И из-за того, что он не понимает, у него нет эмпатии, он не понимает, что это эмоции из банки, ему кажется, что все его ранят, а когда все ранят, тогда два дракона, страх и боль, которая может стать злостью, эти два дракона начинают просыпаться, ему надо утолщать стенки, он себя чувствует еще более скованным, и тогда он вообще перестает делать попытки общаться, заводить новых друзей, реализовываться, пытаться зарабатывать деньги, потому что он настолько переполнен эмоциями, он не понимает, почему их так много, что ему легче не делать, чем делать. Вот такой сегодня рассказ. Эмпатия как пропуск во взрослую жизнь. И знаете, когда мы начинаем разбирать свои эмоции, пытаться их понять, нам сложнее. И наш навык разбираться в эмоциях других, учиться их расшифровывать не с точки зрения себя, одновременно помогает и нам понять себя. То есть происходит обучение восприятию мира как отдельного от себя. Подробнее об этом всем мы поговорим с вами на школе практической эмпатии. Почему практической? Потому что мы с вами будем разбирать на практических примерах. И мы там с вами более подробно исследуем тему, как быть эмпатичным к самому себе. Как быть эмпатичным к другим людям и как это нам облегчает жизнь, как нам становится понятнее, как общаться с этим миром,
как выстраивать с ним контакт. Он становится не страшный, потому что он не чужой и непонятный, а понятный и узнаваемый. И это открывает много возможностей для нас. В общем, буду, как всегда, закрывать свой фонтан. Попрошу вас написать свое определение эмпатии. Вот в вашем представлении, что такое эмпатия? Нету правильной формулировки, их множество, но я, как всегда, попрошу, чтобы мы с вами вместе сделали какое-то общее дело. Каждый из вас напишет, что такое эмпатия, и другой почерпнет. И попробуйте описать восприятие из банки эмоциональное, чего-то маленького какого-то случая. Возьмите какую-то мелочь. И не из банки. Эмоциональное реагирование на что-то. Такое вот непростое задание. Регистрируйтесь на школу. Я с вами прощаюсь. До встречи.